Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим об одном сакральном месте, которого одни люди боятся, а через другое считают, что бы они ни делали, у них все будет хорошо и прекрасно получаться в жизни. Давайте сегодня поговорим о перекрестке. Поговорим о том, почему нельзя делать одни или другие вещи на перекрестке, почему нужно обходить перекресток стороной и почему ни в коем случае ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя брать на перекрестке. Большая просьба, просмотрев это видео, рассказать своим детям, внукам, друзьям, подругам, соседям, для того, чтобы они также знали и понимали, какую важную, наверное, даже не важную, а, наверное, сильную опасность стоит перекресток. Вы знаете, перекрестки издавна имели нехорошую славу. И с этой особенностью связано очень много народных примет. А все из-за того, что на перекрестках во все времена избавлялись от болезней, от неприятностей, от бед, от проблем и так далее. И на перекресток идут для того, чтобы наказать врага, чтобы пообщаться с нечистой силой, для того, чтобы украсть у кого-то изобилие, достаток и благополучие. Конечно же, большинство людей считает вот такое отношение к перекрестку простым суеверием. Ну, что если не будете трястись над подобными страхами, то ничего и не случится. А вот те люди, которые обладают вот повышенной чувствительностью, у них хорошо развита интуиция, они точно вам скажут о том, что когда вы переходите через перекресток, вы ощущаете присутствие некой силы, какой-то очень сильной энергии, которая требует к себе особого уважения. Давайте начнем с того, что никогда не спешите ничего подбирать на перекрестке, потому что таким образом в вашей жизни могут появиться неприятности. Вы там это не оставляли, вы там это не бросали, не кидали, поэтому не спешите и поднимать все то, что вы увидите на перекрестке. И вы знаете, вот эта народная примета, она считается основополагающей для перекрестка. Можно сказать, что это даже не примета, а правило, которое необходимо строго-настрого соблюдать. И, конечно же, если вы посмотрите в ритуалы, в практике, обряды, то на перекрестке проводится очень много таких магических действий. И, возможно, вы даже замечали, что кто-то оставил какую-то вещь, деньги, даже драгоценности вы могли увидеть на перекрестке. Знаете, таким образом люди избавляются от проблем, от болезней, от нищеты и неудач. И чем дороже вещь вы подберете на перекрестке, тем вы активируете вот эту негативную программу, и тем больше неприятностей привлечете к себе. Все, от чего освобождался кто-то другой, вы примете на себя, только еще, к сожалению, в большем объеме. Поэтому, чтобы вы не увидели бы на пересечении двух дорог, никогда не поднимайте, даже если вы будете очень нуждаться в этом. Никогда, следующее, что нельзя ни в коем случае, никогда не ешьте на перекрестке. Перекресток – это очень энергетически мощная зона, и там энергетика далеко не положительная. Поэтому очень часто используют перекресток для проведения всяких черных ритуалов, обрядов. И каждый человек, который хотя бы немного знаком с особенностями этой науки, знает, что когда мы с вами едим, то мы поглощаем не только физическую пищу, но и ее энергетику. То есть во время приема пищи питается и наше физическое тело, и наше астральное тело. И вот к астральному телу нашей пищи и могут привязываться вот эти низшие сущности, которые будут жить и портить нам жизнь. И избавиться вот от таких вот подселенцев, вот маленьких вот микробов, если так можно назвать, крайне сложно. Поэтому лучше не нужно доводить до таких проблем. Ешьте там, где для этого существуют необходимые условия. Также никогда не считайте деньги на перекрестке, иначе они водиться не будут. Вы спросите, так кто же считает деньги на перекрестке? Самая простая обыденная ситуация. Очень часто человек, когда торопится на автобус, на троллейбус или какой-то на другой транспорт, он старается приготовить деньги на проезд.
И человек не обращает даже внимания на то, что он переходит в данный момент через перекресток. Представляете? Особенно если перекресток не оживленный и есть вероятность столкнуться с транспортом минимально. Помните, так делать нельзя, потому что все равно это очень опасно, потому что, например, может выскочить машина, словно из-под земли, а вы не будете готовы из-за своей невнимательности. А во-вторых, денежная энергия сама по себе, она не любит перекрестков. Перекрестки имеют особенность затягивать их энергию в себя. А все потому, что очень часто на перекрестке бросают именно деньги для того, чтобы откупиться от чего-либо. Поэтому не стоит на перекрестке открывать кошелек, доставать деньги и пересчитывать их. Перекресток может съесть вашу денежную энергетику. И рано или поздно вы можете остаться у разбитого корыта. Помните об этом. Также не зевайте никогда на перекрестке. И, конечно, многие думают, что многие люди вот захотели зевнуть, то это все нормально. Но вы должны понимать, что хочется зевнуть, пройдите перекресток, и только после этого вы можете зевать. Потому что, открывая рот именно в таком состоянии, вы открываете доступ нечистой силе в свое тело. Поэтому вполне возможно, что вы сможете уйти с перекрестка уже с соседом в своем теле. Да, это на энергетическом уровне, не на физическом, но все же. Поэтому постарайтесь потерпеть, пока не перешли перекресток. Ничего здесь сложного нет. Перекреститесь и зевайте сколько вы хотите. Только помните, что рот все равно нужно прикрывать рукой. И это и правило приличия с одной стороны, но и защита от непрошенных гостей. Также еще раз хотим сделать акцент, когда вы зеваете даже где-то в общественном месте, в магазине, всегда тихонечко взяли, перекрестили свой рот, чтобы никакая сущность, никакой негатив не поступил в ваше тело. Но, вы знаете, еще один очень важный момент. Никогда не ходите через центр перекрестка, потому что, как мы уже говорили, это перекресток, это все-таки уникальное, сакральное место, и в центре перекрестка сходятся силы 4 сторон света. И если встать в центре перекрестка, зная при этом определенные слова, то вы можете привлечь к себе счастье, удачу и благополучие со всех сторон. А вот если встать на том же месте, но когда вы не знаете, что говорить, то можно наоборот распустить свое и счастье, и удачу, и благополучие на все 4 стороны. И с чем вы останетесь? Да ни с чем. Поэтому незнающие люди, а мы многие из вас, к сожалению или к счастью, не вникаем во многие моменты, особенно когда мы спешим, куда-то у нас какие-то проблемы, мы считаем, что вот мы сейчас должны сконцентрироваться на чем-то другом, и про другие вещи мы просто забываем. Поэтому знайте о том, что когда вы переходите через центр перекрестка, вы сразу все можете потерять. Поэтому, особенно если вы поступаете так регулярно, то при этом вы начнете постепенно, по чуть-чуть, знаете, как снежный коп накапливается, появляется, а потом появляется то, что появляется в вашей жизни. Поэтому не стоит испытывать судьбу, переходите перекресток так, как положено. К тому же, если неправильно переходить автомобильный перекресток, это может быть еще и быть опасно для вас. Также никогда в коем случае не нужно плевать на перекрестке, потому что каждый из нас, когда мы плюем слюню, то мы оставляем, знаете, плевок. И также, когда мы переходим через перекресток, мы оставляем отпечаток ноги, а это часть нашей энергии. А как мы говорили уже в этом видео, этот перекресток обладает не всегда положительной энергетикой. Другое дело, что эту энергетику при правильном подходе вы можете обратить себе в пользу. Но вы должны понимать, что когда вы плюете на перекрестке, вы оставляете прямую связь со своим телом и со своим подсознанием.
И обитатели перекрестка непременно обидятся на такое отношение, а ваш плевок позволит им воздействовать на вас даже на расстоянии, хотя вы уже об этом, возможно, и забыли. И рано или поздно они смогут довести до вас до такого состояния, когда вы, возможно, потеряете все в своей жизни, особенно на материальном плане. И, возможно, даже на том перекрестке, на котором вы когда-то плюнули. Поэтому вы должны понимать, что магия перекрестков редко действует мгновенно, особенно если вы не проходили те перекрестки, на которых проводились ритуалы. Но методично, если вы делаете день ото дня, вы будете приближаться к краху. А если еще и не будете уважать правила, законы параллельного мира. А перекресток в какой-то степени это и есть вот то окно, которое связывает разные миры между собой. Поэтому, пожалуйста, будьте все-таки внимательны, будьте все-таки осторожны с перекрестками. Также обращайте внимание на перекрестки не только, которые есть в городах, но и также в селах. Особенно если даже если вы идете где-то по проселочной дороге, если увидели перекресток, выполняйте также эти правила. Друзья, вот сегодня мы хотели об этой поговорить важной и ценной информации. Надеемся, мы вам были полезны. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами услышимся уже в следующем видео.